А ты знал, если смешать 3 вот этих компонента, то у нас получится отличная смесь для удаления ржавчины. Привет, друзья! Вы на канале Делай Сам, и с вами снова Алексей. Сегодня сделаем с вами отличный состав для удаления ржавчины. Смотрите, берем с вами поваренную соль, берем ее столовую ложку. Теперь необходимо залить кипяточку. Ну, плюс-минус, наверное, 100-150 мл. Теперь это дело необходимо будет перемешать. Соль хорошо растворяется в горячей воде. Уже ничего нету. Теперь возьмем с вами лимонную кислоту. Ее мы насыпем 2 столовые ложки. Для ускорения одеваю шуруповерт и опять же размешиваю. Все, готово. Берем с вами перекись водорода. 3% продается в аптеке, если кто не знал. Снимаем нашу пимку, она здесь не нужна. И состав, этот весь тюбик выливаем в нашу смесь. Ох, ядреная получается смесь. Так. Перемешиваем. Все, наш состав с вами готов. За 2 минуты, за минуту. Возьмем теперь вот такие вот советские ржавые болтики и опустим их в баночку. Главное не разбить банку. Сразу начинает желтеть даже сразу. Как видите, реакция у нас сразу началась. Пошло активное выделение кислорода. Я не знаю, углекислого газа, наверное. Но, в общем, пошла химическая реакция. То есть наша ржавчина начала разъедать. Уже желтая. Прямо на ваших глазах. И оставляем это на немножко отдохнуть. Пускай это постоит и нашу ржавчину подсъест. Ну а следующее, что можно еще сделать с лимонной кислоты. Возьмем кружечку. Ну, по вкусу добавляем. Я вот так вот чуть-чуть в кружку. Заливаем это все дело кипяточком. Кто любит, может добавить сахарку. И тоже так же все хорошо перемешиваем. Готово. Берем чайный пакетик и завариваем. И у нас получился отличный напиток. Можно попить, пока смотрите видео. Тем временем, как видите, уже прям желтое-желтое. Реакция химическая идет. Ну, я пока чайку попью, а вы досмотрите ролик до конца. А чаечек-то получился знатненький, кисленький. А как вы любите, с сахаром или без? Друзья, видео такое немножко в шутку, в юмор, так что прошу поддержать лайком. А у нас тем временем уже вот такая вот реакция. Уже вот здесь видим такие, как называется, ржавчина такая плавает сверху. Окись. Вот так вот выглядит процесс. Конечно, может быть, немножко надо еще вот так вот подперемешивать, чтобы лучше со всех сторон, чтобы к стенкам не прижимались наши болты. Но пока, по крайней мере, вижу, что процесс идет активный. Ну, подождем. Тем временем идет вот такая вот реакция. Слушайте, дышать категорически, наверное, не советую, потому что я вот так вот поднес под камерой. Вам этот запах не передать, а тут прям кислоты такой запах идет, ядреный. Нужно делать в респираторе. Друзья, смотрите, прошло буквально, наверное, 15 минут. Вода вот такая. Интересно, тепло идет, выделяется. Да, было 37 я мерил, сейчас 38, ой, 48 уже. Это вот буквально, ну, по банке вот так 44, если вовнутрь 48. Что, смотрите, тепло выделяет. Так, друзья, у нас прошло, наверное, чуть больше часа, наверное, часа полтора. Я также, вот видите, пластинку сюда поставил. Это для наглядности, чтобы было видно. Сейчас мы приготовим с вами еще один ингредиент. Возьмем с вами
пищевую соду, нейтрализуем кислоту. Добавлю, наверное, пару чайных ложечек, да даже вот так вот, навскидочку. 2. Это будет достаточно. Берем пластинку, вытаскиваем, ну, сразу видно, так, реакция такая идет у нас. И возьмем чистую воду. Так, вытираем теперь насухо. И вот смотрим, как, смотрите, как она стояла в воде. То есть ржавчину как съела. И вот, ну, с другой стороны здесь просто до этого зачищен металл. Ну, все равно тоже видно, что металл ржавчину съела. Теперь что же с нашими болтами? Сейчас мы их вот достаем. Кидаем их сразу в соду. Кинули их в соду, чтобы нейтрализовать нашу кислоту. Так, промоем. И насухо вытираем. Так, это можно убрать. И смотрим, что у нас тут с вами получается. А вот такая красота. Это, я не знаю, как правильно процесс называется в лимонной кислоте. Травление. Потом, как она еще может быть, я не знаю. Кто знает, напишите в комментариях. То есть, смотрите, ни следа от ржавчины нету. То есть, как видите, я не мог его прогнать там, чтобы ржавчину условно убрать. Так, ну, давайте сейчас все вот так вот вытащим. И просто проверим. Но я еще хочу показать вам. Я за кадром в одну баночку засунул с ортофосфорной кислотой. Сейчас мы вытрем. Но там процесс, наверное, должен быть дольше. Я это сделал одновременно. Так, где 5-й? Так, смотрите. У нас все одинаково. Болты наши без единой ржавчины. То есть я их прогнать гайкой там не мог, чтобы убрать эту ржавчину. Ну вот чуть-чуть вот где-то вот малеха есть. Так, в принципе, шикарный результат. Ну, пластина, да, вот сама за себя, самый наглядный, это будет у нас пластина. То есть вот как на воде стояла, так ее и подсъела. А вот теперь смотрите, это была ортофосфорная кислота. Тут, конечно, болты были не в такой прям ржавчине. Но, тем не менее, если я вот один вытащу, также его нейтрализуем. Видите, сразу здесь кислота сильнее. То есть реакция, видели насколько. Вот так вот. Протираем. Да, только что здесь металл такой не затемненный, но ржавчину, смотрите, до конца не выила. Возможно, нужно больше времени. Я, конечно, интересно не буду оставлю сам для себя. Посмотрю, а вы скажите, пробовали в ортофосфорной кислоте избавляться от ржавчины, чтобы процесс прошел быстрый, и насколько у вас это успешно. Так что, друзья, у нас вот такой вот с вами небольшой ролик. Реально способ рабочий. Такая вот водичка у нас получилась на выходе. Все работает. А как вы избавляетесь от ржавчины? Пишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Вам же всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.